Друзья, всем привет! Сегодня у нас на повестке достаточно интересная тема, в моем понимании. Много смотрел на настоящий автомобиль, много смотрел на модели коллег, как западных, так и наших, но на запись этого видео меня сподвигла идея, которую мне показал коллега по песочнице, зовут его Олег. Он привозил свою модель, показывал, как у него сделаны дневные ходовые огни. То есть это то, что у автомобилей чаще всего это сделано как просто светодиод, а у более современных уже сделаны, то есть, кучей маленьких светодиодиков. Выглядит очень интересно, очень прикольно, и мне на самом деле очень захотелось повторить. Поэтому давайте без долгих вступлений начнем. Так, что же нам понадобится, чтобы сделать дневные ходовые огни? Прежде всего, конечно же, нам понадобятся светодиоды. Светодиоды буду использовать SMD размерностью 0,8-0,5. То есть размер самого светодиода примерно 2 мм на 1,3, если не изменяет память. В принципе, в интернете найти не проблема. Сейчас вам вставлю кусок с телефона, чтобы поближе посмотреть вообще, понять их размеры истинные. Итак, нам понадобятся светодиоды. Потом, проще всего, конечно же, нам понадобится сама форма. То есть это рассеиватель фары получается. Я его сделал такой формы, чтобы он образовывал ангельские глазки, как у BMW, но можно сделать абсолютно любой конфигурации. Прямоугольные, с изгибом, еще как-то. То есть здесь ограничит только ваша фантазия. И чтобы упростить себе жизнь, я сделал матрицу, в которую буду раскладывать светодиоды, потом приклею скотч обычный, переверну и уже на нем буду паять, чтобы светодиоды не убегали со своих позиций. И также сделаю еще основной свет для того, чтобы показать общий вид, скажем так, фары. Значит, сейчас мы раскладываем светодиоды на свои места, наклеиваем их и начинаем паять. Погнали! Итак, светодиодики разложены в матрицу. Очень важно не забывать, что у светодиода есть направленность. Вот на фото вам пример того, как это выглядит. Не важно, как сейчас их выложить, где будет оно, где катод. Главное их все выложить в одном направлении. То есть, чтобы стрелка смотрела у всех в одну сторону. Иначе потом ни хрена у вас не получится нормального. Итак, сейчас берем скотч и наклеиваем на светодиоды. Если честно, я сейчас уже начинаю понимать, во что я ввязался, и не знаю даже, жалеть мне или нет об этом. Так, аккуратненько снимаем. Отлично, все на своем месте. Отдай. Итак, сейчас у нас задача, на самом деле, крайне нетривиальная. Сейчас нам нужно взять провода. Можно взять какие-нибудь супер тонкие, типа 26 АВГ или что-то подобного. Я буду вот такие брать. И припаять сначала по внутреннему контуру, потом по внешнему. Вот посмотрим, получится у меня это сделать или нет.
Ну что ж, друзья, как по мне, так эксперимент оказался крайне удачным. Скажу честно, это очень сложно оказалось. Я не был морально готов к такому, если честно. Но в очередной раз, я думаю, я смог доказать, что нет ничего невозможного, и все можно сделать своими руками, когда есть желание и немножечко терпения. Ну, а вам я хочу пожелать повторить подобное и, может быть, даже как-то улучшить, потому что я уверен, что это вполне возможно. Ну, от вас я жду обратной связи. Спасибо за просмотр. Пока.